Иммиграционные новости из Австралии, Канады, США и Малайзии. Правительство Австралии опубликовало новую миграционную стратегию, которая коснется и иностранных студентов. Что изменится? Требования к уровню английского будут повышены. Балл для получения рабочей визы для выпускников увеличится с IELTS или эквивалента 6.0 до 6,5 баллов. Для получения студенческой визы проходной балл увеличится с 5,5 до 6. Для студентов, проходящих программу University Foundation или Pathway, требуемый балл составит 5,5. Будут пересмотрены сроки действия рабочей визы для выпускников Temporary Graduate Visa. Выпускникам после обучения на магистратуре работать можно будет не 3, а 2 года. После аспирантуры можно работать не 4, а всего лишь 3 года. Правительство Австралии недовольно тем, что более 50% бывших студентов работает на низкоквалифицированных работах. Продлевать Temporary Graduate Visa разрешат только тем, кто работает по специальности на высококвалифицированных должностях. Для этого создадут новый тип визы. Также будет разработан новый тест на определение подлинности намерений потенциальных студентов – Genuine Student Test. Если заявитель провалит его, студенческую визу не выдадут. До середины 2024 года правительство введет дополнительные меры контроля к студентам, подающим повторные заявления на студенческую визу на территории Австралии. Сейчас в Австралии наблюдается рост вечных студентов, которые получают уже не первую студенческую визу на территории этой страны. Просто чтобы по факту иметь возможность жить в ней. Правительство заявило, что число иностранных студентов, получивших вторую или третью учебную визу, увеличилось до более чем 150 тысяч в этом учебном году. Ну что ж, вовсю продолжает дуть ветер перемен. Будем следить за развитием событий. Виза в США станет электронной. Это пилотный проект, и его реализация займет не менее 18 месяцев, сообщила заместитель помощника госсекретаря по визовым службам Джули Стафт. Новая схема была опробована в тестовом режиме в посольстве США в Дублине. Процесс получения визы останется прежним, то есть собеседование никто не отменяет. Однако визовый стикер не будет вклеиваться в паспорт. Все данные будут существовать в виде электронной записи. Систему электронных виз уже практикуют некоторые страны. Например, вышеупомянутая Австралия и Новая Зеландия. В США планируют и другие нововведения. Держателям рабочих виз в США не придется выезжать из страны, чтобы продлить визу. Да, ребятки, не надо ехать в Мексику. Теперь это можно будет сделать в Вашингтоне. Ранее мы рассказывали, что на территории США нельзя получить визу в США. Можно только продлить или сменить статус. Но вот теперь все понемногу будет меняться. Будет сокращено время ожидания собеседования на туристические визы. Эта проблема появилась во время пандемии. И в некоторых странах время ожидания собеседования на визу B1, B2 по-прежнему составляет 1 год и даже больше. Джули Стафт подчеркнула, что все изменения будут вводиться постепенно. А вот в Канаду нужно будет в 2 раза больше денег. С 1 января 2024 года минимальная сумма для подтверждения финансовой состоятельности вырастет вдвое. Заявителям на студенческую визу нужно будет показать на банковских счетах не 10 тысяч канадских долларов, как раньше, а минимум 20 635 долларов, плюс стоимость первого года обучения и средства на перелет туда и обратно. Иммиграционная служба Канады IRCC заявила, что требования к стоимости жизни не менялись с начала 2000-х годов. И поэтому студенты прибывали в страну с недостаточными средствами на проживание. Мы пересматриваем порог прожиточного минимума, чтобы иностранные студенты понимали истинную стоимость жизни здесь. Эта мера является ключом к их успеху в Канаде, говорит министр по делам иммиграции Марк Миллер. Да уж, пересмотрели, так пересмотрели. Малайзия обяжет туристов заполнять электронные анкеты с 1 января 2024 года. Цифровая карта прибытия Малайзии МДАК заполняется онлайн за 3 дня до прибытия. Можно в тот же день. После этого на указанную почту приходит подтверждение с пин-кодом. Подтверждение нужно сохранять в формате PDF и показать сотрудникам погранконтроля при въезде. Транзитным пассажирам, не пересекающим границу, анкета не требуется. Напоминаем, что в Малайзии граждане РФ могут находиться без визы до 30 дней. Ну, хоть какие-то хорошие новости.